тех, кто ищет крем, который матирует кожу, вот, скриньте, потому что он моментально матирует кожу. Я не знала об этом, и мне это не надо, потому что я люблю, когда кожа, наоборот, блестит. Но вот кто искал, просто идеально. Завтра мы с вами отправляемся на стрижку, потому что вот это уже не годится. Всем привет, новогодний привет. У меня не было выпусков год, видео у меня не было год. У меня лежит одно видео, влог из Валенсии с моей подругой Никой на монтаже, который я не знаю, когда выйдет, честно, потому что у меня проблемы с монтажом. У меня глючит Mac, я не могу это перекинуть все на другой комп, именно на комп. Но надеюсь, в скором времени он, конечно же, выйдет, потому что мы классно провели время. Очень хочу выложить этот влог. Веду вас немножко в контекст жизни. Я сейчас приехала к себе домой из Мадрида и решила записать влог на выходных, как я уже делала в прошлом году. Буду рассказывать все по ходу, но завтра мы празднуем Рождество католическое. Не совсем мы празднуем его, но это как замена Новому году, потому что Новый год мы будем праздновать не здесь. Вот, и поэтому мы решили сделать Новый год завтра. Сейчас 8:30 утра где-то, и я встала, чтобы приготовить завтрак своей семье. И потом я отправлюсь пить кофе с этой подружкой из Мадрида, которую я не видела уже недели две. Вот. Поэтому погнали готовить завтрак. Я покажу, что буду готовить своим новым прибором. Да-да. Поэтому погнали. Смотрите, какая за окном красота. Окна не самые чистые, но это не важно. Самое главное — это вид. У меня утро не начинается без двух вещей. Без трех. Без четырех. Это без стакана воды с утра. Желательно теплый. Вторая вещь — это зарядка небольшая хотя бы, чтобы проснуться. И потом, конечно же, вкусный завтрак. И, конечно же, кофе. Воду мы выполнили. Приступаем к зарядке. Сегодня мы с вами будем готовить кабачковые оладушки. Для них тесто я вчера замешала вечером, чтобы не стоять сегодня утром и не чистить эти баклажаны. Еще я говорю достаточно тихо, потому что у меня все спят. Я такая одна ранняя пташка, которая встает в 7:50 утра в выходные на каникулах новогодних. Здесь у меня я сделала двойную, как сказать, я умножила рецепт, который я использовала, на 2, потому что мне показалось мало вафель. И тут конкретно у меня 4 яйца, 2 кабачка, там примерно 520 грамм, 140-150 грамм муки, соль. Я сейчас добавлю соль, я сейчас поняла, что я забыла вчера добавить соль. И по-моему, все. В любом случае, я все рецепты оставляю в своем телеграм-канале, где я делюсь рецептами и всякой готовкой. Ссылочка будет в описании.
Ну, я добавляю соль, перец и сухой чеснок. Смотрите, какое чудо. Сейчас мы с вами накрасимся немножечко. Покажу вам свои 3 вещи, которые я использую в своем макияже. Всегда больше ничего не использую. Это консилер от Maybelline в 8 оттенке. Я не знаю, если это 0,8 или 80. Короче, 8 и 0 найдете. Такой вот. Я его уже покупаю раз 4-й, мне кажется. Гель для бровей от Essence. Я тоже его покупаю раз уже 5-й, мне кажется. И тушь, которая у меня лежит в прихожей. Но это не моя тушь, а мамина тушь. Потому что моя тушь закончилась. Я показала вам свой Daily Makeup Routine. Нанесем вот так вот немножко помады. И все. Почему мне кажется, что это какой-то штатив? Но он не может стоить 800 евро. Что? Что? Что ты говоришь? Ты про какой штатив? Ты штатив себе купила? Да нет. Завтра у тебя получится лучше. Я и завтра сниму. А? Я и завтра сниму. Да? Ну, это похоже на штатив. Но не штатив. Такая вот красота у нас получается. Я, конечно, предпочитаю, чтобы вот это тоже было в вафлях, но я что-то... Но тут у меня получилось полненько. Это у меня развалилось. Вот. Я не смазываю маслом вафельницу, но, как видите, нормально все, не пригорает, не остается здесь. Из всего теста у нас получилось где-то 10 вафелек. Мы будем их с папой кушать с рыбой и с авокадо. И кофе. И кофе. Итак, мы уже покушали. Я вам так и не рассказала, что вообще за ажиотаж на вафельнице. Мой молодой человек подарил мне вафельницу, потому что я ее хотела. И вот вчера у нас были вафли, сегодня у нас вафли, и завтра у нас тоже будут вафли, но это вы увидите уже чуть попозже. А сейчас мы будем с вами одеваться. Я считаю, что вот этот лучок, в принципе, уже хороший, но такие вот синие джинсы. Широкие. Я, на самом деле, очень их искала долго. Но сначала нашла свои черные, а потом случайно нашла вот эти. И просто это... Они идеальны. Ну, они, правда, немножко длинноваты, поэтому я их подкатываю, но даже так они идеальны. Мы наденем вот такую вот кофту. Я не знаю, если я буду надевать что-то наверх, потому что потом будет 20 градусов, сейчас 8 градусов. Но я думаю, что нет. Я думаю, что я просто надену... Я думаю, я просто надену под низ такой вот кроп-топ такой. Сейчас я вот так вот хлопну, и уже я переоделась. Такой я, конечно, маг. Так как мы передвигаемся на машине, потом мы будем сидеть, в принципе, внутри, я не буду ничего делать сверху. Прошло 5 минут, и мои все знакомые, семья знают, что я буду не я, если я не переоденусь. У меня это база, поэтому я пошла переодеваться. Мне не нравится мой аутфит. Всем пока. Я одела новенький боди, который
мало носила, поэтому и он еще подходит под цвет моих глаз. Поэтому вот такой вот аутфит у нас получился. Сейчас мы с вами накрасим губы, расчешемся и уже поедем. Мне нужно зеркало. Все. Кому интересно, я использую лучший просто карандаш. Это NYX Nude Beige. Я его покупаю уже второй раз. И такой Lip Perfector от Clarins. Не знаю. У меня же Еврада заканчивается. Он, кстати, был очень нашумевший. Я решила его купить. И не пожалела. Он дает такую и блеск, и не сильно блеск, и увлажняет классно губы. Поэтому ставлю лайк. Причешемся. Ей-богу, такое чувство, что я иду встречаться с подругой в Мадриде, а не в своей деревушке. Но, как говорится, надо всегда быть неотразимой. Не знаю, кто это говорит, но я так говорю. Потому что я так хочу. И даже если вы идете, даже если вы сидите дома, не надо на себя забивать и выглядеть как не пойми кто. Поэтому вот так вот. Конечно же, беру свои очки, сумку и подарок подружке на Новый год. Скажи привет моему влогу. Это Маша. А ты появлялся у меня во влогах? 2 раза. Пришли в такое заведение, где я являюсь контент-мейкером. Какие-то люди сидят. Красота. Какой контент? Ты степ-3 забыла. Я уже приехала домой, переоделась в свой домашний аутфит. Такой вот. Мой молодой человек называет это марлей. Но такие вот штанишки. Такие вот топули. Зацените мои топули. Они такие типа как уги, но не уги. Домашние уги. Вот, что вообще сегодня по планам? Мне нужно... У меня экзамен по приезду в Мадрид в январе. Поэтому, я думаю, надо немножко к нему начать готовиться. Сейчас распечатаю материалы и поготовлюсь немножко. И обычно у меня всегда какие-то планы и так далее появляются сразу же вечером. Но, не знаю, посмотрим. Я думала испечь печеньки такие новогодние, имбирные, пряные. Но не знаю, буду или нет, потому что кухня пока что занята. Пока что будем учиться. И также я планировала помонтировать влог из Валенсии. Честно, не знаю, получится мне или нет. Просто проблема в том, что у меня тупо виснет Mac, меня это раздражает, и в итоге я забиваю на это, и все. А материала там достаточно много. Получается 3 дня. 2,5 дня, по-моему. Или 3. Короче, много всего, и он просто тупо это не выдерживает, и я уже не знаю, где мне монтировать, так, чтобы оно это все выдержало. Но не суть. Я не буду его удалять, потому что я как-то снимала влог, и в итоге он у меня не вышел, потому что я психанула и не выпустила его, не смонтировала и просто удалила, потому что у меня уже не хватало места на диске, и мне нужно было место, поэтому я просто все удалила, и все. Но этот я хочу выложить, потому что он
достаточно прикольный должен получиться, чтобы потом пересматривать. Собачка, Анькоточка. Мы с мамой, которая не хочет появляться в кадре, отправляемся в путешествие в магазин. Вот. Я распечатала все конспекты. Сегодня у нас такая классная погода. И вот у нас, як і завжди, каже. О, пошли идет. Окей, бро, окей, бро. Ага. Ну, еще бы ближе встали, конечно, да. Да. В общем, я жду маму из магазина. Мы заехали в один магазин, заехали во второй магазин. Да, Миш? Подожди. Так комбез теплый. Вообще-то. Миша, вообще-то мы тебе купили. Я буду счастлив, думаю, я понимаю, понял. Скажи Владику. Он с Пандорой Кряк. Он ходить не может. Ну, Пандора Кряк лучше, чем NL, а Рейв 3 лучше, чем Street Когда Fighter. будет мороз, будет... В общем, я гуляю с собаками. Так как мои родители уехали, я ничего не вижу из-за вспышки. Так как мои родители уехали в театр, я осталась присматривать за всеми детьми, так сказать. И хочу вам сказать, что на улице очень холодно. Вот что вам хочу сказать. Очень странная тут погода. Утром так прохладно, днем вообще жарко, 20 градусов. Я вот сейчас дышу, даже этот пар выходит, или как это называется. В общем, а ночью холодно. Прям я 5 минут погуляла, у меня уже онемели пальцы на руках. Сейчас вернуться домой, сделать себе чайку с печеньками и посмотреть какой-нибудь сериальчик. Но я, скорее всего, буду начинать монтировать уже этот влог, чтобы потом он не лежал без дела и еще не лежал тут с Валенсией. Что я там утром говорила вам про монтаж влога с Валенсией? Его не было. Не знаю, это вот прям... Вот знаете, когда вы готовитесь к экзамену, или вы что-то делаете какую-то работу, и есть какая-то часть работы обязательно, которая вам будет, ну вот, типа, очень сложно даваться, даже не по содержанию, сколько по... Просто вот, ну, вы не можете за нее сесть и выучить. Вот так же тут. Всем доброе утро! Не обращай внимания на мой внешний вид. Я только что проснулась, только что открыла глаза. Сегодня нас ждет такой классный, прекрасный день. Сегодня Рождество.
Точнее, сегодня ночью. А это значит, что для нас это Новый год. Будем открывать подарочки, вкусно кушать и праздновать все это дело. Но сначала, через 2 часа, ко мне приходит подружка, с которой мы вчера ходили в кафе. Она приходит ко мне на завтрак. Я не буду говорить на что, вы сами догадаетесь, пожалуйста. Потом позже проверим, угадали вы или нет. Вот, поэтому сейчас мы будем вставать, все это готовить, кашеварить. Поэтому погнали. Зацените носочки, пожалуйста. Я не помню, где я их взяла. Мне их кто-то подарил. Они такие мягкие. Там какая-то бабушка связала. Я уже переоделась. Умылась. Сейчас мы будем с вами готовить 2 вида вафель. Одни будут соленые с сыром и с колбасой, а вторые сладкие просто, и потом уже кто хочет, будет их есть с чем хочет. Сейчас тоже расскажу рецепт, но опять же таки повторюсь, что все рецепты я выкладываю в телеграм-канал, который будет в описании. Ситуация такая, что у меня закончилась мука, буквально не хватило 30 грамм, поэтому папа сейчас поедет за мукой. А тем временем я пока буду выпекать сладкие. Сейчас я, если что, делаю соленые. Сладкие. Тесто я делаю по одному и тому же рецепту, просто в одном я добавляю больше сахара, и там, где не сладкие, я буквально добавляю 1 столовую ложку и большую щепотку соли. Скажу, что я использовала. Я использовала 3 яйца, молоко, мука, буквально 3 столовые ложки. Бедная собака. В общем, где-то 3 столовые ложки йогурта. Я знаю, что я не говорю сейчас это тут все во всех пропорциях, просто говорю, что ингредиенты все, они очень простые. Яйца, сахар, молоко, йогурт, мука. И все. И разрыхлитель, чтобы вафли поднялись. Тут уже лежат подарки. Конечно, половину из подарков, которые уже были подарены или которые еще не пришли. Но вот такая вот красота. Было бы, конечно, лучше, если бы это все было в красном цвете. Но сразу видно, кто здесь упаковывал подарки в красном цвете. Это я. Да. В общем, у меня уже разогрелась вафельница. Она, кстати, очень быстро греется. И в этот раз я буду использовать поварешку, половник. Я не знаю, как правильно, потому что ложкой это делать не так удобно. Где-то беру 2/3 поварешки и заливаю это все дело. Посмотрите, какая красота! Вообще бомба! Еще чуть-чуть подержу, чтобы они были такие золотистые, и достану. Пахнут просто невероятно. Я не знаю, как передать этот запах. Я добавила еще ванилин, и они пахнут просто, вот прям, знаете, ванилькой. Я постараюсь сейчас это сделать одной рукой. Конечно, я не уверена, что мне это получится, но нет, получится. Сейчас я достала колбасу. Мы будем нарезать ее мелко, чтобы потом добавить в тесто для соленых вафель. Это не все, я просто
Просто пока что что-то нарезала. Поставила последние вафельки. В итоге у меня получилось 2, 4, 8, 10 штук. 10 штук вместе с этими. Сейчас их тоже достану. Сейчас показываю вам, как я делаю соленые. Сначала тесто, потом кладу сыр и опять тесто. В тесто я уже добавила эту колбаску. Кстати, соленых получается меньше, чем сладких. Их получится 6, а тех 10. Такой хорошенький лежит. Кто? Ты? Мы отправляемся за нашей подружкой. Я на самом деле уже так хочу есть. Ужас. На улице какая классная погода. Свежо. И не холодно, и не жарко. Просто вообще шик-блеск. Она пересмотрела слово пацана. Это влог? Это влог. Я иду кушать вкусные вафли. Забрала малую. Родную. Ладно. Говорит: Кристина, я хочу шампанское попить. Пошла с финиками. Мне не было шампанского. Разбираемся с Марией с этой вот новенькой штучкой. Новенькой штучкой. Мы распаковали подарки, потому что я не выдержала. Что экран высшего уровня. 4К. Две костяшки. То есть ты бьешь бум под 45 градусов. А 45 градусов это типа как? Типа вот так? Короче. Она была математиком. Бей вот так вот подбородок костяшками, не ошибешься. Если ты так бьешь луки, то ты, во-первых, меньше силы прикладываешь, и во-вторых, ты его убьешь, как бы он у тебя будет иссечься, то есть поверху. А надо как? У нас уроки. Бум. Понимаешь? Ты вкладываешься. Ее убили. Девочки, вот мы едем на Патрике. Да. Вот так вот, девочки. Так вот мы едем отвозить мадам, малышку. Это вот. Распаковали подарки. Картье, там всякое. Ну, знаете, такое обычное. Ну, да, база. Я, правда, хотела граф, но ладно. Ну, ладно, да. Мы девушки скромные. У нас Они были там ТПшками. Они были, да. Они были Полина и Маша Цеплых, Кристина и Маша Цеплых. А сейчас ждем, пока лед растает на стекле, машинка прогреется и Прогреется, да, и машинка. рванем. Машенька уже прогрелась, у нее еще очень красная. Мы прибыли. Я уже приехала домой, переоделась. Мой аутфит. И сейчас мы поедем стричься. Меня будет папа. Потому что у меня уже какие-то не очень нормальные кончики. Надо их отстричь. Так сказать, входим в Новый год красивыми.
И никто не догадался. Отправили в Ленинград вместе. Как это отправили? Ребята, хочу выпить за нашу семью. У нас замечательная семья, прекрасные дети, красивая мама. И хомяк тоже ничего. Короче, я вас всех люблю. Дай Бог, что в следующем году вы... В общем, такая вот, кстати, забыла показать вам стрижку в полный рост. Такая вот красота. Мы уже вкусно покушали, господи. Это вот, знаете, еда, которую вы едите раз в год, и вам хватает реально на весь год. Я оставила место для десерта. У меня тут пряники с малиной и мои любимые печеньки. И чай. Сейчас буду смотреть сериальчик. У меня есть буквально полчаса. Я хочу с вами сейчас продегустировать пряники с малиной. Для тех, кто не в курсе, я обожаю все, что связано с малиной. Где есть малина, мне, пожалуйста, надо. И поэтому я сегодня в русском магазине увидела пряники с малиной. Я никогда их не видела нигде. Я видела с вишней, с мятой, с чем-то еще, с каким-то вареньем, может быть, но с малиной никогда. Поэтому сейчас у нас будет дегустация этих пряников. Это полнейшее разочарование, потому что, ну, вам, наверное, не видно, видите, они полупустые. Не знаю, если это такая попалась мне, но да. Вкусно. Что могу сказать? Везде, где есть малина, мне вкусно. Вы спросите, что же я смотрю? А я смотрю. Постучите в мою дверь, ребят. Ко мне как-то немножко поздновато дошел этот сериал. Точнее, я знала про его существование, но что-то мне в последнее время начало показывать слишком много видео с этим Серканом Балатом. И я думаю, пора. И знаете что? Мне нравится. Я, правда, 35 серий ждала, пока они признаются друг другу в любви. Что, в принципе, немножко очень долго. Но такова жизнь. Это влог. Всем приветики, кукусики. Сегодня мы делаем лави-лави. Сейчас будет унтанцен. Их вильних. Унтанцен. Их вильних. Всем доброе утро. Сегодня 25 декабря, Рождество. И у нас есть традиция у семьи, что мы встречаемся с своими друзьями на пляже 1 января. Доедаем все салаты и так далее. Я как типичный нерд взяла с собой конспекты к экзамену готовиться. В общем, на этом я буду заканчивать этот влог. Надеюсь, вам он понравился. И всем пока-пока. Увидимся в следующем влоге. Я сказала, что я больше не буду ничего снимать, но посмотрите на это. Унтанцен. Их вильних.